Всем привет! Сегодня я все-таки попытаюсь поплавить пластик так, чтобы получилось без пузырей. Попробую один способ, который мне предлагали, да и сам о нем догадывался. Единственное, что он будет длинный, этот способ, но суть в чем? Вот в этой форме буду плавить. Нарежу этот пласт, сейчас отмою его, нарежу болгаркой на прямоугольники и укладывать буду слоями. То есть уложу дно пластиком, первый слой, как расплавится, на него буду укладывать второй слой и больше не утрамбовывать. То есть попытаюсь сделать так, чтобы пластик сам заполнял расстояние между этими кусочками. И вот хочу узнать, получится ли таким способом без пузырей. То есть без всяких утрамбовок я буду делать, без пресса, просто расплавлю, остынет, вынем, обработаем на токарном станке, посмотрим, что получится. И сегодня, так как этот способ, я думаю, что будет долгоиграющий, поэтому эта деталь не будет там под какие-то определенные цели, а просто как эксперимент, и поэтому плавить я буду в духовке, потому что лучшего варианта для плавки пластика я пока что не нашел, не придумал, и вы мне не сообщаете таких вариантов. Вот. И поэтому духовку я включу на полную мощность. То есть пластик будет подгорать. Но мне это не критично, я же говорю, потому что эта деталь в дело не пойдет. Просто хочу узнать, получится ли выплавить его без пузырей. Ну а теперь поехали. Отмываю, нарезаю и ставим в духовку. Пока духовка прогревается, я ее только включил. Сейчас вот уложил первый уровень, первый слой. И феном его поднагрею до той температуры, чтобы он начал плавиться. А потом поставлю уже в духовку. Ну вот, от фена уже пластик поплыл. И смотрите, он когда плавится, заполняет его, видите, щели заполняет, которые были между этими кубиками. И вот на это я и надеюсь, чтобы щели заполнялись так, чтобы не было там пузырей воздушных. Так, ну этот уже можно ставить в духовку, духовка уже тоже нагрелась. А пока будет плавиться, здесь, я попробую сейчас другой способ. У меня есть этот же пластик с прошлого видео, который я настрогал на рубанке. И попробую его феном плавить, стружку, что получится. Сейчас посмотрим. С прошлой плавки стружки осталось у меня мало совсем. Ну, я думаю, для этого эксперимента хватит. Попробуем сейчас, что получится. Если ее стружку не будет выдувать. Во-во-во. Ее феном будет выдувать на первой скорости, наверное. Она плавится, но навряд ли тут выйдет что-то хорошее. Потому что между ними будет все равно пузыри. В общем-то сплавилась. И быстро сплавилась. Но это так, на ответственные какие-нибудь детали можно плавить, и даже быстро, наверное, будет получаться их плавить. Но только стружки много сыпать нельзя. Вот сейчас сыпанул много, и все. Получается, верх расплавился, а та стружка, которая попала вниз, она не плавленная. Уже по опыту знаю, уже так я экспериментировал. Ничего здесь не получится хорошего. Вот видите, а внизу она не плавится все равно. И сейчас сверху даже будет гореть, а нижний слой все равно будет не расплавленный. И вот когда плавлю стружку, ее, да, действительно, ее нужно все время мешать, чтобы она утрамбовывалась
и плавилась вся. Опа, полетела. Ее нужно постоянно ковырять. Вот видите, что нет, все это игрушка так мне не нравится. Лучше в духовку зарядил и сиди жди, или занимайся своими делами. Так что ждем, когда расплавится первый слой, закинем второй. Вот смотрите, что вышло. И, в общем-то, довольно-таки быстро. Первый слой, который я заложил в духовку. Вроде он друг с другом спекся. Но видно будет. Сейчас закладываю второй слой поверху. И опять в духовку. И так раз за разом. Вот расчет как раз на то, что он сам по себе будет растекаться. Вот прилипает уже. Как вот так. Единственное, что это будет происходить долго. Так, надо было кубики поменьше. Ну ладно. Так, все, 3 штучки, 3 кусочка влезло и все. То есть мне где-то раз на 5, чтобы вот это вот переплавить, где-то раз 5 придется докладывать. Но я вас мучить не буду и все это показывать не буду. Как последнюю вкладку заложу, растает, выйдем, посмотрим. Вот, осталось у меня всего 2 закладки сделать. Просто показать вам, как он тонет, смотрите. То есть я его кладу сверху и слегка притапливаю. И он расплавляется. Пока отлично. Пока мне нравится. Даже не знаю, что сказать. Ну, короче, ладно. Все, продолжаем. Все, достаю я пластик, расплавился он. А то он уже начинает по краям подгорать. Опа, смотрите, что тут выходит. О, и дымок пошел. Вот такая получилась штука. То есть растекается, как вода. И еще что хочу сказать. Я же вам сказал, что длинная эта история, да, плавить вот так слоями. Оказалось, совсем история это не длинная. Потому что когда я начал утапливать куски, ну, заподлицо делать с уровнем вот жидкого пластика, то он буквально 10 минут и все, и становится однородным. Быстро плавится. 5 закладок по 10 минут. Ну пусть там с доставанием час ушел у меня. Все, теперь остужаем. Вернее, сам остывает. Вынимаю я его. И на станке у меня заряжена с прошлого видео фреза и фрезерная приставка. Поэтому буду не резцом, а фрезерной приставкой. Пройдемся по всем 4 сторонам. Посмотрим, что на дне, что будет сверху и по бокам. Все, остыла форма, остыл пластик, вынимаем. Опа. Так, ну с виду пока он неприметный. Даже ливны отпечатались. Так, так, так. Ну что, пока рассматривать нечего. Вот там пузырек уже есть один. Откуда? Вот откуда он взялся. Все, зажимаю станок. Сейчас облагородим и будем смотреть, что с ним получилось. Все, зажал я заготовку. Сейчас первым делом пройдемся по дну. Посмотрим, какое будет дно.
пока радует. Сейчас поворачиваю. Все, начинаем точить вверх. Ну что, верх тоже радует. Ни одного пузыря нет. Все чисто. Но это потом сниму, посмотрим поближе на свет, рассмотрим, повертим. А сейчас я без камеры прямоугольник сделаю с него, чтобы ваше время не занимать. Просто обточу бока и разглядим поближе. А теперь разглядываем, что получилось. Не стал я полностью прямоугольник делать, потому что думаю, если я все полностью сниму, и показывать будет нечего. Итак, вот оно дно. Смотрите, чистенькое, ни одного пузырика. Вот они бока, без пузырей. Вот эти прожилки, видите, паленые. Это я о них же и предупреждал, что я включаю сейчас печку на всю. Мне просто нужно проверить, чтобы не было пузырей. Для того, чтобы не было этих прожилок, пригаров вот этих всех, просто нужно играться температурой и убавлять. Что просто займет больше времени. И вот он вверх. Также я здесь не стал больше снимать. Это вот последняя закладка. И пластик он не расплывается, как вода. То есть поверху вот эти бугорки были с последней закладки пластика. Ну, я до плоскости снял, видели же. А это просто глубже снять, и тоже ничего не будет здесь. Будет чистый монолитный пластик. Наконец-то получилось сделать без пузырей. И довольно-таки быстро. Я думал, этот способ будет очень долгий, а он оказался нормальный, быстрый. Так что есть. Теперь бы еще вот такое же самое придумать, что-то с алюминием. Как же там от пузырей избавиться? Выписал я на Алиэкспрессе термопару, вернее даже две, одну запасную на 1200 градусов. И попробую по вашим советам отливать алюминий именно при температуре от 700 до 750 градусов, как мне посоветовал один человек. Но это в следующем видео уже. Я надеюсь, погода мне даст, уборка, когда у нас закончится, погода даст, позволит спокойно, не торопясь сделать. Потому что сегодня дождь, и поэтому я лил пластик, плавил. А так бы я сегодня уже алюминий плавил бы. Так, ну все, кому понравилось, берите на заметку. Потому что с такого пластика уже можно делать дальше нужные и важные детали. Все, всем удачи, пока, всем здоровья.